У меня стоит видеонаблюдение. Раздели и заставили рыть себе могилу. С оружием в руках, насиловать ее своим русским миром. Сама, честно говоря, я родилась в России. Войны нет. Просто умерли с голоду. Только представьте, вы уезжаете в отпуск за границу, а через сутки в вашей стране начинается война. Вы пытаетесь помочь своим родственникам выбраться из оккупированного города, раздобыть еду и медикаменты, следите по видеокамерам, как в вашем доме хозяйничают непрошенные гости. К сожалению, это не сценарий нового голливудского триллера, а реальная история жизни героини сегодняшнего видео. Я из города Херсона, который на сегодняшний день оккупирован. Я успела выехать случайным образом 23 февраля. Вылетела, и после моего вылета закрылось небо. Я ехала в отпуск. Даже не предполагала, что возникнет такая ситуация, что я не смогу вернуться в свой родной дом. У меня все осталось там, вся моя жизнь, жизнь моего ребенка. Мы не предполагали, вообще не верили, никогда не знали, даже в самом страшном сне, что может такое произойти. Мой город оккупирован, и даже при желании я не могу туда попасть. Людей не впускают, не выпускают, ни на машинах, вообще никак. Люди стали заложниками. У нас осталась там пожилая бабушка, которая пережила уже, когда на вторую войну она переживает. Человек в шоке. Нету возможности поступления в аптеке каких-либо лекарств. Все у нее лекарства закончились, она не может приобрести. То есть мы ждем там, когда ищем какие-то волонтеры, каким-то образом, как-то там под пулями смогут что-то завести. У меня друг, он онкобольной. Он живет на лекарствах. Его жизнь зависит от того, пропустят русские войска волонтеров сегодня в Херсон или не пропустят. Смогут они проехать или не смогут. Доставят они ему эти лекарства, не доставят. Это ужасно, это никому не пожелаешь. Сколько раз говорили, николи снова, никогда снова, никогда, чтобы не было войны. И в 21 веке у нас война, у нас убивают мирных граждан, убивают людей и детей. Очень сильно жалко, конечно, зоопарки, животных. Все животные либо погибли от каких-то военных действий, либо просто умерли с голоду. На сегодняшний день город полностью парализован. Люди не могут купить нормально продукты. Российские войска запрещают ввозить в город какие-либо продукты питания. У людей, у фермеров забирают зерно, овощи, вывозят их в Крым, потом там преспокойненько продают гражданам, которые проживают в Крыму, за копейки. Не хотят то ли голод какой-то искусственный сделать на территории Херсонской области, то ли что. При этом некоторых граждан забирают, они исчезают в неизвестном направлении. Что с ними происходит в дальнейшем, никому не известно. Люди боятся выйти на улицу, так как проверяют телефон. Телефон брать с собой нельзя, либо все полностью убирать, оставлять его дома. Не дай бог, где-то кто-то из российских военных тебя остановит, возьмет в руки телефон, проверит, что ты где-то там лайкнул, что ты поддерживаешь Украину, что ты за Украину. Тебя могут вызвать на допрос, допрашивать по несколько часов, спрашивать, почему ты поддерживаешь Украину. Вплоть до каких-то там избиений может дойти. Конечно, это ужасно. Мы живем в 21 веке, и что за освободители пришли к нам? Мы жили прекрасно в Херсоне. Каждый год несколько раз я выезжала в отпуск. У меня там осталась квартира, автомобиль, все. Я не могу вернуться к своей нормальной жизни, вернуться в свой родной город, потому что, извините, приехали какие-то непонятно кто и непонятно, что они там делают. Знаю точно, что на сегодняшний день специально привозят из Крыма, например, в Херсон людей и снимают фейковые видео о том, что русские военные освободили Херсон, и теперь херсонцы будут жить счастливо в освобожденном Херсоне, жарить шашлыки и пить пиво. Но это вообще смешно. А то мы до этого жили несчастливо и всех боялись. Это бред какой-то. Я точно знаю, что такие фейки будут сниматься и будут транслироваться на российском телевидении, что посмотрите, какие мы хорошие, вот жители Херсона нас благодарят, хотя это никакие не жители Херсона. Они привозят свою массовку и постоянно снимают там какое-то кино для того, чтобы показать российскому зрителю. И российский зритель смотрит, верит в все это. Не хватает ума посмотреть какие-то другие новости. Поэтому так оно и происходит. Сама, честно говоря, я родилась в России, в
в городе Южно-Сахалинск. Сейчас в данный момент там прибывают мои родственники. Те новости, которые я им передаю, им сложно в них поверить, так как в России сейчас идет большая пропаганда того, что чего на самом деле нет. Они называют это военной операцией. В частности, мои родственники тоже не верили о том, что происходит война в Украине до тех пор, пока они не увидели видео, на котором опознали своего знакомого военнослужащего, который был взят в плен. Массово им внушают о том, что войны нет. И все, что происходит, убийство людей, детей, женщин, там, стариков, ну то есть обычных граждан, им пропагандируют, что это фейк, что это выдумки, что они, я не могу понять, они не отрезаны полностью от интернета. Они же могут зайти элементарно, посмотреть новости каких-то других стран. Возникает логический вопрос, ну почему все страны знают о том, что происходит в Украине, только россияне не хотят этого знать, не интересуются какими-либо другими новостями. Почему они не понимают того, что весь мир применяет санкции к Российской Федерации? Потому что они что, ненавидят русских или что? Нет, это же не поэтому происходит. Почему они не задаются вопросом, почему весь мир за Украину, поддерживает Украину, почему весь мир применяет санкции в отношении России? Просто так это происходит? Нужно задуматься об этом, в первую очередь задуматься и о своей безопасности, так как если начнется полномасштабная война, они также в этом пострадают. Мне даже иногда возникает мысль о том, что в России используется массовый гипноз или массовое влияние на людей. Может быть, это какое-то использование 25-го кадра. Такое впечатление, что у людей разумных, с высшим образованием нет никакой своей воли, нету никакого своего представления, никакой информации, ну или они не хотят этого осознавать. Это какой-то гипноз. Нормальные люди не могут так массово поклоняться одному человеку, поддерживать войну в Украине и поддерживать этот фашизм. Я вот могу сказать лично о себе, о своем доме. У меня в доме, так как у меня стоит видеонаблюдение, около 20 человек в российской форме срезали металлические двери у моих соседей. Что они там делали, что они там искали, я не знаю. Лично у моей коллеги также срезали дверь. Причем зашли и наглым образом забрали спиртное и какой-то там французский парфюм у мужа. Ну это вообще выходит за любые рамки нормального человеческого понимания. Зачем им это все нужно? У них что, своего дома ничего нету, это от бедности или от чего. У человека дома нет, он никак не причастен ни к военнослужащим, ни к какой-то там государственной власти. Зачем они вот это делают? Это вообще это мародерство непонятное. Знаете, у меня такое впечатление, что на эту войну отправили граждан из каких-то там вот глубинок, из сел, отправили их на самообеспечение. Они там вот долгое время жили, они не могли себе позволить ни айфон, там, ни какую-то кофеварку, где-то духи французские. Им дали в руки автомат, они пришли на Украину, а люди-то тут неплохо живут. И себе пошли грабить квартиры, дома, забирать там у людей, что они хотят. У них, наконец-таки, с оружием в руках появилась власть и возможность как-то обогатиться. То есть это даже не русские военные, это какие-то мародеры, полубандиты, у которых нет ни чести, ни достоинства, ни совести. Вообще ничего человеческого. Я всегда на связи со своими близкими, со своими друзьями, и совсем недавно меня очень сильно до глубины души поразил один случай, который произошел непосредственно с моей коллегой. Это моя коллега, подруга, мать ребенка. Она выехала в соседний город забрать труп своего брата, который погиб в результате военных действий. И российские военнослужащие, им там что-то не понравилось, что она не отдала им свои сигареты. Они взяли эту пачку сигарет, сжали, кинули так в лицо в машину. И когда они ехали на обратном пути, видимо, у них вот как накопилась эта злость, что мало мы им сделали, они взяли эту девушку с водителем, вывели в поле, приставили к ней дуло автомата к голове, она начала плакать, потому что этого парня раздели и заставили рыть себе могилу. Она начала плакать, они с дулом автомата говорят: не плачь. И я не могу себе представить, какие эмоции в данный момент пережил этот человек, когда он вырыл яму себе, ну, по пояс уже где-то вырыл яму, а этот российский военный достал пулю с автомата. Ну ладно, воспитательная работа закончилась.
дал ей эту пулю, говорит, храни и помни, что русский мир, русские люди сохранили тебе жизнь. Ну, это вообще, я не знаю, это в такой степени бесчеловечно. Не вписывается ни в какие, ни в законы военного времени, ни в какие человеческие понятия. Ты берешь женщину, мать ребенка, и ты так вот издеваешься над людьми для того, чтобы пропагандировать, насиловать ее своим русским миром. Потому что ужас, это ужасно, это кошмар. Действительно кошмар или на войне все средства хороши? Пишите свое мнение в комментариях, поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, скоро будут новые видео и новые интервью. До скорого!